Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Делай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Быстрее, всю ночь провозимся. 10.1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10.1 ограбление. Ну что, всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Я думаю, вы поняли, что не просто так вчера на канале появился старый обзор Мафии 2, потому что сегодня выходит ее переиздание, так называемая Definitive Edition, которая будет частью вот этой Definitive Edition трилогии всех Мафий, и вишенкой на торте будет ремейк Мафии 1, и на самом деле все почему-то думают, что его официально уже анонсировали. На самом деле нет. План заключался у 2K именно такой. Сначала выйдет ремастер Мафии 2, там под шумок еще третий, а главным сюрпризом будет настоящий полноценный ремейк Мафии 1, над которым трудится Hunger 13. То есть по задумке нашу ностальгию должны были эксплуатировать постепенно, а потом нас удивлять. Но произошла уж утечка, и всем от нее, в общем, стало безумно радостно. И я думаю, что, может быть, так даже и лучше получилось. Вита, я тут! Жо! Хе-хе-хей! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Но давайте сейчас о том, чего ждать от Definitive Edition Mafia 2. Я ее уже прошел, и на самом деле есть несколько неприятные новости. Делали, в общем, ремастер сторонние разработчики, и, конечно же, они накосячили. Вот, блин, к гадалке не ходи, если вы подозревали, все оно именно так. Готовьтесь видеть баги, готовьтесь видеть неприятные баги. Вообще от этого ремастера очень интересное ощущение, потому что когда ты садишься в него играть, у тебя полное ощущение, что ничего не изменилось, что Мафия 2 именно так вот в твоей памяти и сохранилась. Но потом ты начинаешь, в общем-то, сравнивать, для чего я, собственно, и выложил свой старый обзор, сравнивать лицом к лицу, и выясняется, что все-таки работа проделана большая. А кто этот тощий пацан на фото? Хо-хо, это было в 41-м. Ха, ты совсем не изменился. То есть, понятно, без фанатизма это не ремейк никакой. То есть везде подняли текстуры, чтобы в 4К приятно смотрелись. Но при этом еще все-таки поработали и с эффектами. И самое, наверное, вот яркое впечатление — это дорога. Это тот вот заснеженный Empire City, да, в который ты в начале игры прибываешь после войны. Мне казалось, что так и было в Мафии 2, но потом я оригинал включил, и оказалось, что там вместо всего этого было мыло и просто начерченная белая колея дороги. А здесь они, конечно, поработали, выглядит это очень атмосферно. И вот, наверное, все моменты, когда ты ведешь там машину с видом от капота, гонишь там по улицам Empire Bay, в какой-то момент ты прям вот даже в сегодняшний день ловишь от этой игры прям густую атмосферу. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так держать. Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сэнд-Айленде? Ну такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Но не ждите никаких чудес, все-таки это было 10 лет назад, и много что в игре состарилось. На катсцены смотришь, конечно, хотелось бы полной переработки, индустрия ушла уже куда-то совсем далеко. Невозможно смотреть на эти каменные лица, на головы, которые, в общем, как роботизированные двигаются. Это, конечно, все выглядит очень устаревшим. Я прикрою, Вика, вперед! Все, что касается передвижений и перестрелок, в принципе, тоже, но терпимо. То есть перестрелки местные очень по современным меркам такие деревянные, картонные. Но, в принципе, когда играешь, со временем, ну, становится окей. Вполне это можно пережить. Перествол и бегом ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке. Самое интересное — это то, как эта игра воспроизводит твои впечатления от Мафии 2. Потому что когда ты ее запускаешь, да, со скидкой на то, что все-таки это просто ремастер игры 10-летней давности, но тебя все равно захватывает вот та внутриигровая режиссура, которая есть в Мафии, за которую нам нужно сказать спасибо Дэниелу Вавре, да, который недавно Kingdom Come сделал. И вот эти все эмоции, когда ты возвращаешься с войны, под Let It Snow идешь, в общем, падает снежок, и вокруг куча каких-то сценок, ты там встречаешь давнюю подругу, которая говорит: естественно, я замужем и с 2 детьми, ведь мне 21. Ты вышла замуж. Да, уж времени не теряла, да? Да ладно тебе, Вита, мне уже 21. Конечно, я замужем, 2 детей.
Ладно, была очень рада тебя видеть. Передавай привет маме, хорошо? Куча каких-то вот этих мелких сценок, которые идеально тебе воспроизводят эпоху и нравы, и, в общем, как тогда жили люди. Это прям дорогого стоит, и вот первые миссии в «Мафии», они, конечно, вот этим цепляют, несмотря на то, что игре 10 лет. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. И эта игра, она, ну, вот, на протяжении многих часов тебя очаровывает и приводит в восторг постепенно. Но потом, блин, начинает ломаться. Дэн Вавро ушел с середины разработки, и, собственно, это в игре очень заметно, потому что там вторая половина, особенно последняя треть, то, что там есть, оно, ну, просто недостойно называться «Мафией». С другой стороны, с тех пор была третья часть. Хрен его знает, я в нее особо не играл, но по отзывам понял, что там еще хуже. Так что, может быть, на фоне третьей, последняя треть «Мафии 2» и вполне себе ок. Эй, а где моя машина? Ее сперли. И на самом деле это такой важный момент, то что когда ты играешь в ремастер, я очень хорошо помню, что после тюрьмы игра начинала тебя задалбывать очень длинными поездками, затягиванием времени, когда ты делаешь примерно одно и то же, и очень много времени вот все передвижения по городу занимают. Но когда я играл в ремастер, да, я это почувствовал по сравнению с очень динамичными там первыми главами, но по сравнению с теми open-world'ами, что есть сейчас, где мы только это и делаем, куда-нибудь скачем на лошади или едем очень долго, вполне нормально это все смотрится сейчас. То есть это не так раздражает, как тогда, когда было много сюжетных игр, да, они все были динамичными. Сейчас, на удивление, это, ну, раздражает чуточку меньше. Нас просто реально надрессировали вот на эти 50-часовые игры, 25 часов, в которых занимает просто, блин, передвижение и занятия всякой херней. Этот недостаток временем немножко сглажен. Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Но, к сожалению, режиссура и такая торопливость и невнятность вот последней трети разрушает все-таки вот картину в целом. Я лично считаю, что вот «Мафия 2» — это, ну, такой расколовшийся бриллиант, то есть в ней могло быть все, но поскольку это очень такая сюжетно ориентированная игра, конечно, ты требуешь от нее охренительных эмоций, чтобы они держались до конца. К сожалению, да, мы знаем, что этого не происходит. Господи, ну водища! Но тем не менее, даже я вот выложил, у нас же было 2 обзора, первый, когда мы еще не успели игру пройти, а второй уже после того, как мы прошли. И на самом деле фанаты тогда раскололись очень сильно, и новая аудитория, и старая, потому что, ну, «Мафия 1» священный Грааль, но были и новички, которым вторая вполне зашла, и я вот удивился в комментариях к первому обзору, что да, так и было, игра года, великолепная игра, так что, ну, для кого-то «Мафия 2» — это классика, и с этим ничего не поделаешь. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Климента. Так что я думаю, те, кто тогда игру полюбил, они от ремастера получат удовольствие. Но все-таки вот есть несколько важных затыков. Вот эти, ну реально, ты только погружаешься, и бац, тебе глюк в ролике, где там персонаж распадается на полигоны. Причем это какая-то у них забагованная глава, там позже ролик, где персонажи толкают тележкой, чтобы выбить дверь. И, в общем-то, мафиози, да, на которого они его гонят, она его сшибает. Так вот, эта тележка на экране не отображается. Этот ролик выглядит очень смешно. Черт! Нет! Что за черт? Нет! О, боже! Сейчас! Не трогай меня! Не трогай меня, ублюдок чертов! И самое отвратительное и неприятное — это то, что с некоторыми дымами есть в игре глюки. То есть они неправильно проигрываются и такие дрожат. И поэтому, когда ты, ну, один раз это встречаешь, нормально, но когда ты едешь по улице и из всех канализационных люков начинают глючить дымы, ну, конечно, это портит впечатление. А когда у тебя более мощные машины становятся, и ты начинаешь пробуксовывать, там тоже эти глюки встречаются. Это, конечно, портит, в общем-то, общее впечатление. Плюс зачастую персонажи стреляют из каких-то странных поз. Мне кажется, в оригинале такого не было. То есть он уже визуально к тебе еще не повернулся, но уже стреляет. Но это на самом деле все не настолько прям критично и ужасно. То есть вот те баги, которые я показываю, это все баги, которые я встретил за прохождение. То есть это не то, чтобы они вот прям каждую секунду там портят тебе впечатление, но вот подпорчивают. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил.
Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Короче, вот прям с первого дня можно не бежать играть, можно немножко подождать, когда все это починит. Я думаю, все-таки они починят. Ну и, конечно, нельзя не высказать претензии к 2K на то, что они насадили в эту игру еще кучу рекламы в главном меню. Каждый раз, когда ты заходишь, тебе говорят: купите Мафию 3 Definitive Edition. Поиграйте в нее, она была не так плоха, мы починили все баги. На самом деле это работает, потому что что-то я вот после прохождения Мафии 2 Definitive Edition теперь хочу пройти третью. Я в нее не играл, я хочу посмотреть. Надеюсь, что она все-таки не так плоха, как говорят, потому что за последние годы много чего засрали. Но вот попытку я сделал. Причем эта реклама иногда глючит. У меня, например, иногда игра запускается и в углу торчит, что идет подсоединение к профайлу 2K. Это меня тоже нещадно бесило. В общем, ремастер, он выполняет вполне себе понятные цели. Это прорекламировать Мафию 3 и, конечно, разогреть аудиторию перед полноценным ремейком Мафии 1. И, конечно, многие сомневаются, получится, не получится. Я предлагаю все-таки оптимистично смотреть. Я думаю, что Hunger 13, они огромный опыт получили на Мафии 3. То, что у них там много чего не получилось, это не значит, что они этого не понимают и над этим не работают. Нельзя просто с нуля взять и сделать GTA. А они пытались сделать именно, такую, серьезную игру в открытом мире, где можно там кучу всего делать. Поэтому давайте ребятам дадим шанс. Мне кажется, они неравнодушны к Мафии. Это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости, Джо в сделку не входил. В остальном могу сказать, что единственное по-настоящему самое бесячее в этом ремастере, то что нельзя в нее поиграть на английском языке с русскими субтитрами. Ты можешь выбирать либо русскую версию с русскими субтитрами, либо, в общем-то, английскую с английскими. И это, мать его, просто преступление, потому что совершенно шлачно была Мафия 2 в свое время продублирована, отвратительно. И там даже хорошие актеры были, но с ними мало кто, во-первых, плохо кастили их, под героев подбирали, во-вторых, плохо с ними режиссер работал, а в-третьих, переводчик был конченый, потому что он перевел все диалоги итальянской мафии как диалоги гопников российских. И это выглядит отвратительно. И Мафия, там, где клан Сопрано, там, был крестный отец, такого уровня диалоги. В русской версии это братки из 90-х, тупейшие, раздражающие. Это невозможно слушать. И я по-настоящему, в общем, взбесился, потому что, мне приходится по роду моей деятельности проходить на русском языке. Частично из-за этого, частично из-за того, что я играл с подругой, она английский плохо знает, поэтому вот пришлось на русском. Почекай! Живи! Давай! Гори! Макарони! Гори! Кстати, для тех, кто даже языка не знает, хороший повод пройти игру на английском. Сюжет вы уже знаете. Можете насладиться настоящей нормальной актерской игрой. Она там реально очень крутая. Чего, в общем-то, вам и желаю. Henry, you okay? Where'd he hit you? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh yeah, it's bleeding all Son over of the place. a... Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, you Get idiot. easy. We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in All right, Highbrook. let's get you to the car. Oh, Marone, you're heavier than you look. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Будет еще один обзор Мафии 2, уже после прохождения. Будет над чем поностальгировать. Мы специально выложили сначала вот этот первый до прохождения, потому что сейчас память у всех подзатерлась, и мне кажется, это часть той же атмосферы, которая происходила с выходом игры, когда мы все ждали, мы сели играть, сказали «Вау!», а когда прошли до конца, то немножко расстроились. Лайки, подписка. И, кстати, становитесь спонсорами, потому что у нас буквально, может быть, сегодня, может быть, завтра будет кусочек интервью с Дэниелем Ваврой, с создателем Мафии, и он будет рассказывать о том, как они делали физику для первой Мафии и о том, что из игры вырезали. Но это далеко не единственный крутой, интересный контент там. Поддерживайте нас, у нас трудные времена, и будут они труднее. Взамен увидите много интересных сюжетов. Спасибо, счастливо, скоро увидимся.